кажется, что этого микрофона крутой звук, учитывая, что я это видео записываю шепотом и учитывая его бюджетную стоимость. Все-таки он игровой, я так понимаю, и не предназначен для ASMR, но даже шепот на нем очень круто звучит. И его мне прислали, кстати, на обзор. Ну а я что против, что ли? Я очень люблю микрофоны и особенно их тестировать. Вот. Но если кому-то из вас он понравится, то ссылочки я оставлю в описании. Он реально стоит недорого. Наверное, из всех моих микрофонов это один из самых дешевых. Да. Но вообще, когда я начинала снимать ASMR видео, хороших, недорогих микрофонов, мне кажется, вообще не было. И кстати, у него есть собственное программное обеспечение, где можно настроить все, что хотите. И там есть 4 тембра голоса. Прикиньте, я такой первый раз встречаю. Может быть, это, конечно, есть, но я такой не видела еще. И я знаю, что многие стримеры парни занижают свой голос, делают его более таким низким, брутальным. Итак, давайте сейчас потестируем разные тембры голоса. Сейчас у меня включен натуральный. Тык-тык-тык-тык. Я не знаю, на шепоте это будет заметно или нет. Возможно, надо говорить голосом, чтобы заметить разницу. Сейчас я включу глубокий тон. Так, это глубокий тон. Блин, мне кажется, это подходит парням. Да. Я не знаю, вы заметили ли разницу, но мне кажется, он подходит больше парням. И есть Bright, яркий. Так, что-то поменялось. По-моему, что-то поменялось. Bright, я не знаю, мне кажется, Bright, возможно, для девочек подходит. Особенно у тех, у кого низкий голос. Ну, не знаю. А есть еще Legacy. Вот это вот Legacy. Кстати, прикольно. Legacy. Но я не знаю, что это значит. Может быть, вы знаете. Но мне нравится Legacy и натуральный. Спасибо, соседи. Включим натуральный. Итак, здесь можно настроить эквалайзер, лимитер поставить. Лимитер очень полезная штука, потому что если на стриме что-то падает, то не будет минус ушей. Также есть компрессор. Ну, то есть здесь минимальный набор самых нужных вещей для микрофона, мне кажется. И теперь давайте наконец-то перейдем к тестированию этого микрофончика разными триггерами. В Telegram я просила вас указать, написать ваши любимые триггеры, и вы это сделали. Итак, Влад Пересадков пишет: конечно же, это ликинг, и когда микрофон лижут, жуют, сосут, грызут, чавкают, языком обволакивают, и чтобы слюни текли по нему и прямо мне в уши. А вообще неразборчивый шепот. Ну да, неразборчивый шепот очень многие просили, поэтому неразборчивый шепот.
Фраза чу-чу, чу-чу для Неля. Чу-чу, 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 чу-чу. Мне кажется, я уже сама чу-чу. Кисточка для Регины. А сейчас таппинг по клаве специально для Владимира.
если хотите, тогда ладно. Чтение тихим голосом специально для Кирилла. Итак, как ежик с медвежонком протирали звезды. Вот уже целый месяц ежик каждую ночь лазал на сосну и протирал звезды. Если я не буду протирать звезды каждый вечер, думал он, они обязательно потускнеют. И с утра выходил на крыльцо, наламывал свежий веник, чтобы сбивать сначала со звезд пыль, и стирал тряпочку. Тряпочка у него была одна, и поэтому он каждое утро мыл ее и вешал на сосну сушить. Покончив с приготовлениями, ежик обедал и ложился спать. Просыпался он, когда уже выпадала роса. Поужинав, брал тряпочку в одну лапу, а веник в другую и потихонечку, с сучка на сучок, поднимался на самую верхушку сосны. Здесь начиналось самое главное. Сначала звезды надо было обстукать веником, да так осторожно, чтобы случайно не сбить с неба. Потом веник переложить в левую лапу, а тряпочку взять в правую и протирать звезды до блеска. Работа была кропотливая, и на нее уходила вся ночь. «А как же иначе?» – ворчал ежик, беседуя сам с собой на верхушке сосны. «Если медвежонок не протрет звезды, если я не протру звезды, то кто же протрет звезды?» Медвежонок в это время тоже сидел на верхушке сосны над своим домом, протирал звезды и думал. Удивительно, как это ежику в голову пришла такая счастливая мысль. Ведь если бы ежик не придумал чистить звезды, их бы давно уже никто не видел. Вон какая пыльная. И он дунул на звезду и потер тряпочкой. Медвежонок очень старался, но у него не всегда получалось, как у ежика. И если с неба падала звезда, все в лесу знали, что это ее нечаянно столкнул медвежонок. Ну что, я надеюсь, что тебе понравилось это видео, и ты уже засыпаешь.